известная программа о путешествиях. 2 года назад мы решили перезагрузить самые интересные места нашей планеты. 80 уикендов мы заново открывали любимые города и страны и увидели, как они изменились. И сегодня наша эпичная перезагрузка подходит к финалу. Всем привет! С вами Орел и Решка перезагрузка, и мы в раю. Так чаще всего называют Сейшельские острова. Ой, давай, подбрасывай. Орел. Решка. Вот сейчас, Евсей, правда, я должна выиграть. Сейчас должна быть решка. Но не может быть по-другому. Ну смотри. А мне, ребят, даже и не обидно. Знаете, это ведь последняя программа сезона. Настюшка у нас ветеран. А старичкам, как говорится, надо уступать. Так кто пошел отсюда? Друзья, это правда уникальный момент. Я обещаю в этом выпуске по-настоящему ворваться. Мощнейшее! Мощнейшее! Господи, какой позор, какой позор! Говорят, что Сейшельские острова – это рай, который Бог создал для себя. Мы подумали, что рай – это идеальное место, чтобы провести финальный уикенд перезагрузки и встретить Новый год. Лепота же! Красота! Офигеть! Заканчивается посадка на рейс 556. Ой-ой-ой, как не вовремя. У меня как раз карта пошла, что надо. Ладно, у вас есть еще 10 минут. Thank you. Это же покер-матч. И здесь победитель получает все. Ха! А вот и фулл хаус от Настюшки. Другое дело. Сейшелы – это ад для бедного туриста. Тут уже в аэропорту фильтруют таких голодранцев, как я. Для того, чтобы тебя пустили в страну, нужно показать ваучер на проживание в отеле. Самый дешевый номер перед Новым годом стоит $73. Продюсеры номер забронировали, но я в нем жить не буду, потому что больше ни на что не останется денег. Так, где тут меняют доллары? The best option would be out on the streets there. Not in airport, yeah? Yes. Итак, все-таки курс валюты в аэропорту отличается от курса в городе невыгодно для меня сторону. Если поменять деньги в городе, можно получить больше на $4. Немного, но у меня каждый цент на счету. Поэтому я попытаюсь добраться и поменять деньги там. Hello, man. Is it possible to pay in dollars? Huh? Dollar. I don't have any rupees. I have only dollar. No? Maybe I can go. I want to change in the city. No, you Is it have to possible? I can play you the song. No. No? Wait. Please, man. Help me, please. I don't have any rupees. I won't go. But there we go. Это неуважительно. Be my friend and you. Have to change your euro dollar. Okay. Okay. Sorry. It doesn't work. No. It's just 7. Вы видите это? Местный дядечка достал свои личные деньги, чтобы заплатить за мой проезд. То ли тут все такие добрые, то ли я уже так всем надоел, что проще заплатить за меня и поехать быстрее. Аж стыдно как-то стало. Thank you, man.
Пока Евсей попрошайничает и парится в автобусе, нас с золотой картой уже ждет миллионерский транспорт. Самые богатые и знаменитые, как я, сразу же отправляются на остров-отель в поисках райского отдыха. Hello. Thank you. Когда у тебя есть золотая карта, ты получаешь свободу передвижения. На вертолете я могу слетать на любой остров и за 2 дня увидеть всю красоту Сейшел. Паром на другой остров стоит $120 в оба конца. Поэтому весь уикенд мне придется сидеть на одном острове, Майя, на который мы прилетели. И первым делом я поеду в столицу, городок Виктория. Как же прекрасно. Я еще до города толком не доехал, а у меня уже заряд на то, чтобы провести лучший уикенд своей жизни. В мире много мест, которые можно назвать раем. Но Сейшельские острова всем раем рай. Здесь не только самый чистый песок и самая голубая водичка. Сейшелы идеальны. Наверное, это единственные острова, которые живут у Бога за пазухой. Их не трясут землетрясения, не накрывают тайфуны. Здесь никогда не будет извержения вулкана. Здесь нет бедности, и все живут сытой, безмятежной жизнью. Сейшельцам не нужно ехать куда-то расслабляться. Они живут расслабленно. Но смотрите, туристы едут и привозят им деньги мешками. Работают они сокращенный день, до 4 часов, и потом бездельничают на пляже. Температура здесь не опускается ниже 23 градусов. Можно целый год ходить в плавках и не тратиться на норковую шубу. А еще у сейшельцев, как у жителей бывшей колонии, есть льготы. Они могут бесплатно учиться в лучших университетах Франции и Великобритании. Представьте, бесплатно поступить в Сорбонну или Оксфорд только потому, что ты сейшелец. Кажется, что это самая беззаботная страна на свете. Вот посмотрите, о чем пишут в местных газетах. Так, на первой полосе президенту сделали комплимент. Увлекательный репортаж из магазина. Сколько бутылок алкоголя было продано? Неплохо. Мужчина купил лодку. Женщинам выдали подарки. Вот такие новости в раю. Вот бы и у нас были такие. Вот он, смотрите, райский остров Норд, на котором стоит мой отель. Остров Норд – это место отдыха избранных. Под этими кокосовыми пальмами загорают голливудские звезды. Джордж Клуни, Сальма Хайек. В этой водичке плещутся миллионеры, возглавляющие списки Forbes. На этих виллах уединяются члены королевской семьи, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Это только те, кого папарацци здесь удалось заснять. Ребята, ну это просто что-то невероятное. Не видно вообще никаких домов, никакого признака жизни. Кажется, что он абсолютно необитаемый, только зелень. Миллионеров встречают на вертолетной площадке.
Beautiful. Каждому предоставляют личный транспорт и персонального ассистента. Thank you. Это Николас. Он будет меня возить и выполнять любые пожелания 24 часа в сутки. Остров Норт утопает в зелени. Здесь едешь по дорожкам сквозь тропический лес под аккомпанемент райских птичек. На острове всего 11 вилл. Стараются не заселять все виллы одновременно, чтобы миллионеры не теснились на этом райском клочке земли. По-моему, это великолепно. Уже жду не дождусь, когда увижу свою виллу. На обмене денег я сэкономил $4. Теперь попытаюсь сэкономить на еде. А где искать самую дешевую еду? Конечно же, на рынке. На рынке сэра Селвина Кларка можно купить все, что выросло на Сейшельских островах. Ребята, это что такое? Это ж не банан, а, не знаю, перец, какао-бобы, что угодно, но только не банан. Как? Почему он так выглядит? А? Это банан Баро. Можешь есть его просто так или пожарить и съесть как гарнир. Но самое главное, зачем все приходят на этот рынок, это рыба. Сейшелы – это рыбацкий рай. Здешние воды кишат самыми экзотическими рыбинами. Я думал, что рыба бывает красной только внутри, а не снаружи. Но по цвету как крабовые палочки. А это что за чудище? How this fish called? А я жива. Как? А я жива? С виду ей больше подходит имя «А я мертва». А я жива? А я жива. Рыбная ловля приносит половину дохода в стране. Рыбаки продают улов в рестораны, а богачи покупают их в 10 раз дороже. Но на рынке все можно купить задешево. А можно я куплю не всю рыбу целиком, а только стейк? Где-то за 80-100 рупий. Да, возьми рыбу дорадо. Она вкусная? Да, еще она без костей. О, это для меня. Спасибо. Беру. За $7 я получил 2 огромных куска филе дорадо, которые тут же засыпали льдом. Меня ждет миллионерский обед. Надо только понять, как его приготовить. На острове Норт я буду жить на самой роскошной вилле, номер 11. И, скорее всего, это та вилла, на которой провели медовый месяц принц Уильям и Кейт Миддлтон. Королевскому отдыху королевская цена. За отдых на такой вилле нужно заплатить, внимание, $14 000 в сутки. Посмотрим, что тут есть. Джакузи. Личный пляж. Зона валяния и ничего не делания. Ванная на открытом воздухе. Гостиная. Кабинет. 3, 2, марш! И спальня. Сейчас хочу, чтобы официально мне все завидовали. И стар, и млад. Моя вилла похожа на какую-то хижину гламурного Робинзона. Вместо штор – занавески с ракушками. Статуэтки не из золота, а из гальки. Крыша из тростника.
огромный гранитный валун посреди террасы и лавочки из дерева, которые обточили океанские волны. Весь декор будто найден на берегу океана после кораблекрушения. На самом же деле все это стоит $1000. Но главная роскошь даже не в дизайнерском интерьере, а в этом. Incredible. I've held your hand 1,000 ways. I kiss you every single morning. I kiss you every single morning. Слушайте, а чего только Настя отдыхает на райском пляже и балдеет от невероятных видов? Я решил, хватит сидеть в городе. В 15 минутах езды от Виктории есть поселок Бовалон, в котором даже бюджетный турист может получить свой кусочек рая. Нет, ребят, этого просто не может быть. Это же настоящий рай на земле. Я объехал 36 стран и первый раз в жизни наконец-то нашел идеальный пляж. На пляжах Сейшел замечаешь одну странность. В океане купаются только туристы. Местных в воде не увидишь. Для местных залезть в океан все равно, что залезть в костер. Это старая история. Времен, когда Сейшелы были английской колонией. Чтобы у рабов не было желания убегать вплавь, белые господа внушали им, что в океане живут злые духи. То время давно прошло, а страх купаться у сейшельцев остался. Вот чудеса. Люди со всего мира платят $1000, чтобы купаться на их пляжах, а им не хочется. В моем отеле завтрак, обед и ужин включены в стоимость. Но здесь есть одна эксклюзивная услуга, которую мы в Орле и Решке еще не встречали. Повара отеля обязуются приготовить туристу любое блюдо, любой сложности, любой кухни мира, которое он захочет. Ну, конечно же, я решила их испытать. Эти ребята реально могут все. Вы понимаете, я на острове, тропики, казалось бы, фрукты, свежевыжатый сок. Но богатый человечек захотел селедку под шубой. Селедку под шубой! И он ее получил! На дворе-то наступает Новый год! И Настюшка на Сейшелах с селедочкой под шубой и, так сказать, бокальчиком игристого шампанского поздравляет вас с этим потрясающим праздником. Как говорится, счастья, здоровья! Ура! Ну, не, нашу с вами селедочку под шубой никто не переплюнет. Все, что здесь напоминает мне селедку под шубой, это винегрет. Рыба не селедка, капуста, морковка, яйцо, винегрет. И, по-моему, картофеля даже нет. Друзья, здесь нет самого главного ингредиента, на котором вообще держится все, весь салат и вообще
весь Новый год. Майонез. Нет его. Но этим мое праздничное новогоднее настроение не испортить. Как же здесь красиво. На Сейшелах мозг просто отключается. Но только не у нас, успешных игроков, покер на покер-матч. Ведь победитель получает все. Я тоже хочу. Я совсем забыл про свою рыбу. Лед растаял, нужно побыстрее ее приготовить, пока она не протухла. I've already bought the fish, and maybe I can use your grill, or maybe you can cook it for me for some money. How much it will cost for me? 100 rupees. Actually, I bought this fish for 100 rupees. Ну, привет, разводняк. Купить у этих ребят готовую рыбу стоит $5. А сейчас они решили взять $7 только за то, чтобы пожарить мои стейки. Is it fixed? Like, this is last price? Yes, it's last time. Окей. Да, ребят, 200 рупий — это, конечно, большие для меня деньги, но дорадо — рыба элитная, и такой стейк в ресторане стоил бы, ну, не знаю, мне кажется, 1002. Сейшельцы очень необычно жарят рыбу. Не на решетке, а на ветках кокосовой пальмы. Так рыбка не прилипает к решетке. Потом ее обмазывают маринадом из микса специй и добавляют лимонный уксус. Выглядит, конечно, нереально вкусно. Ну-с, приятного мне аппетита! Олежа, прости, у тебя тут рыбка. О, святые рыбные небеса! Это ж просто божественно! Дайте этому повару звезду Мишлен. 2 звезды. Нет, даже 3 звезды. Она не просто тает во рту, она растворяется. Ребят, мне кажется, до этого момента я нормальной рыбы-то и не ел. Она без костей, абсолютно идеально прожарена, с идеальным набором соусов. И у меня до сих пор в голове не укладывается, что это все за какие-то $15. Мало того, на Сейшелах, на супердорогом острове. Все, хватит болтать. Да мне ж этого хватит на все выходные. Остров Норд – это уникальный курорт. Половина денег, которые платят богачи, чтобы здесь отдохнуть, уходит на восстановление дикой природы. На острове даже есть специальный человек. Наша миссия — охранять всех, от маленького паучка до самых больших жителей острова. Это исполинская черепаха, одна из самых больших в мире. Раньше на острове было 1000 таких черепах, а сейчас осталось 100 штук. Ой, а она дружелюбная? Очень. Если она к тебе подошла, значит, хочет ласки. Можешь ее погладить. Друзья, я сейчас просто в шоке, потому что за все вот даже мои путешествия я видела больших черепах, но их категорически нельзя трогать. А здесь она просто подошла, и мы чешем ей вот шею, например.
Офигеть! Она просто обожает яблоки. Да просто невероятно. Клянусь, я никогда в жизни не делала ничего подобного. Я кормлю черепаху, это уникально. Офигеть! А сейчас я познакомлю тебя с самым старым обитателем острова. Это мистер Брутус. Он дедушка острова. Ему 180 лет. Смотри, ты ему нравишься. Я вижу черепаху дедушку. Он огромный просто. Панцирь Брутуса во вмятину. Просто он уснул на дороге ночью, и в него врезался багги. Мы наклеили на него флуоресцентные полоски, чтобы этого больше не повторилось. Ну что ж ты спишь на дороге, дружочек? Ну что, старичок, рассказывай, как здесь живется? Ты, наверное, помнишь, ты знаешь, как выглядят знаменитости, которые здесь отдыхали, да? Ты, наверное, видел их всех вживую. Ты ж столько тайн хранишь. Жалко, что я не знаю черепаший язык. Так бы, конечно, он мне рассказал. Он мне цветочек хочет подарить. Нет? Да? Ну ладно. Когда перестанешь стесняться, подаришь. Вот сколько закатов уже было в перезагрузке? Сколько морей и океанов, в которых я купалась? Но Сейшелы — это какой-то невероятный, особенный, магический остров. То ли от того, что здесь правда рай на земле, то ли от того, что я осознаю, что это мой последний закат в перезагрузке. Удивительный золотой закат. Это шоу, которое на Сейшелах доступно каждому. Watching a cold, dark scene. Это лучший бесплатный закат в моей жизни. Are mixing up. These days is like a 10-ton pressing. Я думаю, что этот закат дает нам понять, кто главный среди закатов. Вот он, царь. Сейшельский закат. Как будто художник просто расплескал всю палитру теплых, бордовых, розовых каких-то оттенков, и получилось вот нечто невероятное. И я очень счастлива, что я здесь одна. Как будто мне дали возможность подвести итоги, понять, что со мной произошло за эти 2 года. Насколько я счастливый человек, насколько уникальный шанс мне выпал в жизни. И я стала ведущей такой потрясающей программы. Мы перезагрузили 80 стран и городов. Мы увидели новые, невиданные красоты. Ты это видишь? Встретили новых, интересных людей. Столкнулись с новыми препятствиями. Завтра же увольняюсь. Тихо. И совершили новые подвиги. Этот сезон был не только о путешествиях, но и о дружбе. Уникальное путешествие длиной в 2 года. Мы тебя тоже очень любим. И расставании. Душка, я тебя люблю. Мы увидели, как наш мир меняется. Стоп. И как мы меняемся вместе с ним. Не надо, пожалуйста. Все, братишка, беги, обещай, что ты будешь самым счастливым. Перезагрузка доказала, что 2 одинаковых путешествий не бывает. Поэтому всегда возвращайтесь в места прошлых путешествий. Через полчаса наступит ночь, а я до сих пор не придумал, где ночевать. Весь день ходил по острову и спрашивал у местных, где можно найти дешевое жилье. Maybe you know some cheap places to sleep? No, it's not easy. It's not easy? Why? Everywhere is expensive. Даже сейшельская бабушка не согласилась сдать мне комнату.
О, нет, нет, дорогой, у нас так нельзя. For the whole weekend, I have only $100. For all, for transport, eating, place to stay. $100, Not possible? it's not enough. No, it's not possible. But what is the cheapest option here, you know? 80 euro per day. 80 euro per day? Yeah. В тот момент я понял, единственный вариант бюджетного ночлега на Сейшелах – это спать на пляже. А что, неделю назад я уже так ночевал на Маврикии. И ничего, жив. Смотри, там гамак. Похоже, его кто-то забыл. И, надеюсь, уже не вспомнит. Пляжи, океан, белый песок. Денег хватит разве что на водный носок. Но пока я на Сейшелах, не возьмет меня грусть. Настя снова сперла карту, ну и пусть. Доброе утро. Первое правило ночевки в гамаке – не ставьте гамак слишком близко к океану, а то прилив вас хорошенько искупает. Так здорово, так сказочно. Мне бы так хотелось поделиться хотя бы капелькой этой эмоции со своими родными и близкими. Они сейчас все готовятся к Новому году, знаете, вся эта предпраздничная суета, подарки. Хотела бы я тоже почувствовать новогоднее настроение. Hi, Nicholas. Good, tell me. Possible make a Christmas tree for me, please. Now is Oh, no problem at all. I can make it happen. really Yeah, I can organize it for you, for sure. okay. Yep. I'm waiting. Это, конечно, не ель, как вы можете заметить. Но знаете, друзья, на Сейшелах и пальма елка. Поэтому, как минимум, новогоднее настроение уже присутствует. На второй день, как и обещала, я прилетела на другой остров. Остров Ла-Дик. Это Эдем посреди Индийского океана. Здесь приютился самый фотографируемый пляж в мире – Ан-Сурс-Даржан. Название пляжа переводится как «источник богатства». Причем здесь богатство? Наверное, потому что пальмы здесь нависают над водой цвета драгоценного камня аквамарина. Песок будто посыпан жемчужной пудрой. И скалы будто создал ювелир. Чтобы попасть на этот драгоценный пляж, нужно его позолотить. Ну, в смысле, заплатить за вход $13. Друзья, это просто фантастически. Вы только посмотрите. Эти камни мне напоминают двух огромных китов, которые выныривают из земли и вот-вот нырнут в океан, оставляя миллионы брызг. Олеж, я нам за завтраком полез. У Коли в прошлой программе получилось?
Значит, и у меня получится. Ух. Это не так просто, как я думал. По-моему, я застрял. Но я отсюда не слезу, не скинув пару кокосов. Ну все, нам двоим хватит. Ай-яй-яй. Ну что, кто теперь кокосовый мастер? Нет ничего проще, чем почистить кокос. Я видел это в телевизионной передаче. Главное, хорошо прицелиться. Я эти кокосы как орешки щелкаю. Ты видел? Вот так это работает. Джон Сина. Он не открылся. Это не вставляем. Тут внутри еще один кокос. Ребята, я всю жизнь думал, что у кокоса вкус как у шоколадки с кокосом. А это гораздо круче. Мой вам совет. Лезьте на пальму, долбите кокосы, кушайте. Супер. Пока нас не было, на Сейшелах придумали гениальное развлечение – прозрачный каяк. Помимо того, что здесь очаровательно, красиво и невероятно, ты гребешь, это спорт. И у тебя есть возможность посмотреть, что же там, на дне океанушки, понимаете, и даже не мочиться. Лепота! Ну, лепота же, красота! Остров Ладик окружен большим коралловым рифом, который словно щит оберегает его от волн. На прозрачном каяке ты будто паришь над рифом и можешь полностью слиться с природой. На второй день я решил отправиться на поиски бесплатных развлечений острова Майя. В 20 минутах езды от Бавалона находится национальный парк Морн. Это настоящие тропические джунгли, сквозь которые проходит тропа Каполи. Она ведет на верхушку горы, с которой открывается лучший вид на Сейшельские острова.
этот лес просто прекрасный пример того, что Сейшелы — это не только райские пляжи, но еще и очень интересная природа. Ну ничего себе! На верхушке Каполи открывается вид, который может присниться только во сне. I'm carrying a love song in the back of my mind. I'm singing to lovers I used to call my eye. I'm carrying a love song in the back of my mind. I'm singing to lovers I used to call my eye. Теперь я знаю, что такие места реально существуют. I'm carrying a love song in the back of my mind. Singing to lovers I used to call my eye. Feelings come in words that say forgiveness lingers with the dead. Will we ever rise up from this grave? Преодоление препятствий легко. Сейчас только водички попью. Знаете, в человеке все должно быть прекрасно. Спорт для тела, покер на покер-матч для мозга. Если вы считаете, что отдых на Сейшелах только для обеспеченных романтиков, любителей флоры и фауны и водоплавающих, то вы ошибаетесь, потому что сюда съезжаются увлеченные рыбаки со всего мира, потому что океаническая рыбалка считается лучшей. Для богачей здесь придумали эксклюзивное развлечение за $1800. Ночную рыбалку. И ловить я буду не какого-то там пескаря, а огромную, страшную рифовую акулу. Добрый вечер, Настя. Виктор. Очень приятно. Андрей, очень приятно. Спасибо большое. Рифовых акул лучше всего ловить ночью. Днем они отдыхают на дне, а ночью охотятся и близко подплывают к поверхности воды. Пока, знаете, выглядит это все несколько пугающе. Мы в океане, в ночи. Будем охотиться на акул. Честно, немножко жутковато даже. Если вы думаете, что рыбалка на акулу – это забава безопасная, вы ошибаетесь. Посмотрите на ногу капитана. Не, ну вообще как бы это мероприятие повышенной опасности. Класс. Вот, я обожаю свою работу за то, что постоянно меня вот отправляют в мероприятия повышенной опасности. Зато мы не заставим какую-нибудь гадость есть. Спасибо. Я лучше червяка сожру, чем мне, акула ногу прокусит. А это правда, что она может съесть человека? Ну, здесь в основном рифовые акулы. То есть они небольшие такие. Ну, там, с того, что нам может попасть, там, до 3,5 метров, наверное. Так, стандартные 1,5-2 метра. Серая рифовая, белоперая, черноперая. Да хоть златоперая. Вы слышали? Акула длиной в 3 метра. Итак, как ловить это чудовище? Сначала акулу нужно заманить. Для этого ее прикармливают замороженной кефалью. Потом капитан насаживает на крючок главную наживку – летучую рыбу. Все, начинаем. Наживка заброшена. Теперь ждем звука наматывающейся лески. Держи крепко. Держи крепко. Иди сюда. Давай, ты умница, делаешь все хорошо. Ах, она сопротивляется.
Да, она не хочет здесь. Не было еще таких, кто не хочет ко мне. Это очень тяжело. Чем я еще только в своей жизни не занималась. Какая тяжелая. Я сейчас сама туда нырну. Я держу на крючке акулу. Это не барабулька, это не карась, это акула. Акула! Ой-ой-ой, она появилась. Вы что, ребята? Мы словили акулу. Больше, чем метр, это 1,5, наверное. Я в шоке. Оп. Только вы осторожно там. Ноги берегите. Ну вот. Маленькая. Знаете, когда акула поймана, облегчение это не приносит. Ведь раньше она плавала где-то в океане, а сейчас ее рот с 1000 зубов в метре от твоей ноги. Кстати, это не акула, а акул. Это самец, у него 2 члена. Ой, мамочки. Поймать рифовую белоперую акулу – большая удача. Некоторые рыбаки сразу же убивают акулу, вытаскивают челюсти и забирают домой как трофей. Но на Сейшелах действует правило catch and release. Это значит поймай и отпусти. Так здесь заботятся о подводном мире. Так что я ее только поглажу. Я трогаю живую акулу. Ну что, давай, Санечка, фоточку, да, сделаем? Ну все, можем отпускать. Я рыбак. Плыви, будь счастлив, плодись. У тебя тем более все для этого имеется, и даже больше. Размножайся и не попадайся больше ни на какие крючки. Вон она поплыла, смотри, как ты говоришь. Ура, все, она поплыла. На пляже собралась толпа. Интересно, что там? Это традиционные сейшельские танцы муча. Муча – это танец рабов, которые пахали здесь на плантациях. Они разводили костер, брали бубны, грели их над огнем, чтобы те звучали звонче, и давали ритм для мучи. Окей. Вот Сейшелы, страна христианская, африканские корни дают о себе знать. Кажется, эти ребята входят в транс. You okay? Don't do that again. Любимые, дорогие, самые лучшие зрители «Орла и решки». Прячу для вас заветный клад. Чтобы найти последние $100 от перезагрузки, отправляйтесь на север острова Майя, в поселок Глесси, на пляж Сансен-Бич. Бутылка надежно спрятана под 3-й пальмой от больших камней. Удачи! На Сейшелы едут, чтобы один раз увидеть и потерять дар речи. Incredible! Чтобы расслабиться и перезагрузиться на целый год. Чтобы сделать такое фото, такое и такое. А потом хвастаться перед друзьями, что был в раю. Лепота! Может показаться, что этот райский санаторий доступен только тем, кто привык к блеску золотых карт. Но если попотеть, то и бедному может достаться свой кусочек рая. Майонез. Нет его? А я жива. Мощнейшая! По-моему, я застрял. Офигеть!
Теперь я знаю, что такие места реально существуют. Настюшка, это я. Приветики. Приветики. Ты чего такая грустная? Мы же все еще в раю, посмотри вокруг. Какое замечательное место. А ты же еще золотой картой. Ты наверняка это все прочувствовал в 10 раз круче, чем я. В общем, прекрасное место. Ты согласна? Да. Да, Ивси, я согласна. И в этом райском месте заканчивается такой потрясающий проект, как «Орел и решка. Перезагрузка». Хочется сказать всем вам огромное спасибо. Спасибо за то, что вы смотрели с интересом, за то, что комментировали, за то, что поддерживали, мотивировали нас в конце концов. Я тоже хочу. Можно? Дорогие зрители, огромное вам спасибо. Низкий поклон. Пока-пока. Пам-пам забыл сделать. Пам-пам. Это уникально, потому что в этом проекте ты ломаешь себя, ты становишься сильнее и не сдаешься. И если честно, я не знаю, вставят это в программу или нет, но мне жалко, что сейчас рядом со мной не Антон. И это было потрясающе. Я вас очень люблю.